Всем привет, с вами Миша и Плюшка. Это история моей жизни, биография. История человека, который много лет провел в местах не столь отдаленных и теперь меняет свою жизнь к лучшему, свои взгляды. История моего детства, все, что я видел, все, что я прошел. История моей юности, молодости и так далее, ребят. Давайте начнем. Это первый выпуск. Сегодня я расскажу вам так о своем детстве. Родился я в сентябре 1986 года в селе Захарово Рязанской области. Именно там мои родители снимали себе жилье, чтобы не жить с родителями, со своими. А сами они были непосредственно с самой Рязани, с района Канищево. Детство мое проходило, ранние годы не особо, я, конечно, помню, думаю, как и все мы, в принципе. Самый такой наверное, значимый момент, что когда мне было 4 года, моего отца посадили. Это был, кстати, второй раз. До этого он тоже отбывал, по-моему, сидел, что-то какой-то небольшой срок, год или два, до того, как они как раз познакомились с моей матерью. У них интересная история того, как они знакомились. Отец как раз-таки должен был жениться вообще на другой девушке. Он с ней уже встречался, все там что-то было как-то серьезно. И у них там родители дружили, и там, все в елку. А его друг, моего отца, он встречался с сестрой моей матери. И они поехали на мотоциклах, к этой сестре. И когда они приехали, мой отец увидел мою мать, и, все, давай до свидания, сказал этой девушке, с которой встречался. Вот так, собственно, появился я. Итак, честно скажу, ничего не помню с того периода до того, как, грубо говоря, лет, наверное, до 6-7. 7 почему я помню, потому что я пошел в школу, это такие запоминающиеся какие-то моменты начались. Отец мой находился в колонии где-то уже года 3, я... То есть, с ранних лет я знал, что такое тюрьма. То есть я ездил к нему Когда я приезжал в Рязань, мы всегда с бабушкой ездили к нему или на короткую, или на длительную свиданку летом. Для меня, конечно, длительная свиданка это было тяжкое такое испытание. Все-таки, ребенок, 3 дня в заперти, даже ни телевизоров, ничего там, вообще даже радио не было в комнатах. Просто заходишь, 3 кровати и стол. И холодильник, и все, И ты ходишь там по коридору с такими же бедолагами, как ты тоже, детей привезут. Со мной батя час-два, что-нибудь поиграет, в основном они там с матерью болтали, о том, что происходит. Передавал мне, я помню, всякие там поделки зоновские, ножи там. В школу ходил, с ножичками я уже. Люди обращали, естественно, на это внимание, видно же, откуда это, что все. Весь дом у нас был там, у меня до сих пор даже есть дома какие-то вещи, там, зоновские, тех времен, начала 90-х. И это я к тому, что, для меня это нормально, для меня было нормально, я знал, где мой отец находится, я не знал, правда, за что, но я знал, что он сидит в тюрьме. И, тогда у многих сидели родители там в тюрьме, отцы там, время такое было беспокойное. Начало 90-х. Он сидел там, обычное преступление какое-то, там разбой, что-то такое. Ничего такого, там никакой не бандитизм, ничего. Обычный человек, за что, в принципе, потом и оказался в местах не столь отдаленных я. То есть для меня было нормальным, что отец сидит в тюрьме. Я писал ему письма, помню, что жду его, очень надеялся, что он вернется. У него был еще старый мотоцикл из Юпитер-3, который ждал его в гараже. Я когда приезжал летом, всегда бабушке подходил, говорил, дай ключи, я в гараж пойду. И, приходил, все, протирал этот мотоцикл, как-то все там, что-то там, его делаю, настраиваю. Все. И у нас мечта была такая, как у меня, наверное, больше. Я ему писал все равно, что папа, ты выйдешь, я тебя так жду, что мы с тобой там поедем на мотоцикле на рыбалку. Поедем в Луган на мотоцикле на рыбалку. Я рисовал ему даже там что-то, как мы едем с ним вдвоем, помню. Эти все моменты. Я приезжал к нему на длительное свидание, на короткое, помню, приезжал.
Там еще тогда стекла не было, это было Мервино, строгий режим в Рязани. Он прям непосредственно сам в городе лагерь находится. Вот, и там стекла тогда не было. На короткое свидание меня папа брал на коленки, вот, приносил мне всегда шоколадки, какую-то денежку давал наличкой, вот, чтобы я себе что-то купил. Вот, и, в общем, ну, в принципе, что, ну, так-то, ну, не скажу, что прям что-то ужасное со мной происходило в моем детстве, да, до того момента, как вот отец освободился. Он ничего плохого не делал. Вот это, если думаете, что до того, как он освободился, со мной ничего плохого не происходило, потом произошло. Нет. Были моменты неприятные такие же, ну, очень. Потому что мать, ну, они развелись, когда он сел, ну, скорее всего, мать с ним развелась. Вот. И она приехала в Москву сюда работать, познакомилась с молодым человеком, в общем, и вот в этой, собственно, квартире его я вот сейчас вот как бы проживаю. Звали его Андрей, вот, он был уволенный сотрудник уголовного розыска в Москве, я не знаю, уж не помню за что, но, видимо, что-то там хуевертил. Вот. И поначалу как бы он нормальный был, единственное, что он меня заставлял называть папой себя, как бы, а я не хотел, я очень любил отца своего и очень ждал, я прям вот, ну, прям грезил тем днем, когда он вернется. Вот, я так думал, что все как-то... А там дальше еще все хуже становилось. То есть он все хуже и хуже ко мне, вот этот хуй, относился. А вот этот Андрей, вот этот хозяин квартиры. Он тоже помер. Тоже. Ну, это забегая вперед, отец мой погиб. Вот, этот крендель тоже помер. Он поначалу-то... Он меня очень сильно наказывал, прям вот пиздил, сильно пиздил. Ну, не знаю, за двойки там, да, что я плохо учился. Потом, когда уже... он своих детей иметь не мог, я думаю, это тоже влияло на его отношение ко мне. Вот. Потом, когда уже он, ну, видимо, у них с матерью там разлад какой-то произошел, они стали мужем и женой, извиняюсь, только на бумаге. Вот. И она там ходила там по своим делам, где хотела, а он дома сидел и бухал. Ну, отыгрывался на мне за эту всю хуйню. То есть и получал я пизделей за такие моменты, как, например, вот, ну, опоздал там на 10 минут с улицы, меня отпустил он на час погулять, я пришел через час 10, а я что, у меня ни телефона, ни часов тогда, ну, тогда ничего не было. Вот. И причем, ну, то есть он садился вот передо мной, вот так вот, блядь, садился, вот эта вот пьяная скотина. И, ну, вот давайте попробую вам привести вот пример, вот перед ребенком, там, лет 8-9, вот так вот он садился, и вот с еблом таким говорит: почему ты, сука, опоздал, блядь? Я ему говорю: ну, там, папа, я уже папу назвал, я говорю: пап, ну, там, вот, ну, чуть-чуть там задержался туда-сюда. Ну, и там, ты меня ебет, блядь, ты пообещал, ты должен слово держать, блядь. Когда я был, блядь, малой в твоем возрасте, блядь, у нас там какой-то кодекс чести, блядь, мне какую-то хуйню мне, короче, втирал вот такую. И потом, блядь, ну, вот после этого всего я сидел, я понимал, к чему это идет, короче. Ну, и потом он меня пиздошил. Вот, тут он сидел, орал, говорит: я бывший мент, блядь, что ты мне, сука, рассказываешь, блядь. Кстати, вот на ребенка, за то, что на 10 минут опоздал, еще что-то сделал. Вот. И после этого он меня, короче, пиздошил. И пиздошил, как бы, ну, так вот, как взрослого мужика. Вот, кулаками, блядь, ногами. Вот здесь вот сервант был сейчас, он относительно новый, ему лет 12, блядь, а тогда была такая стенка, она была у всех темно-коричневая такая, вот из фанеры. Вот, и там стеклянные двери такие. Вот он меня один раз кинул вот в эту дверь, короче, там все разбил, короче, мной. Вот. Один раз мать прилетела с Сочи, там отдыхала, уж не знаю с кем, а ей соседи говорят: мы все-таки в коммуналке живем, ну, как бы ему никто ничего говорить, ну, не решался, да. Типа, говорит: блядь, тут, короче, ну, жесть вообще, у тебя тут ребенок ходил синий, черный, весь отпизженный, крики вот эти вот, короче. Вот. А она, видимо, боялась ему что-то сказать до того момента, пока он ей не прислал по башке, напиздил ее. Вот. После этого мы уехали, жили в Зеленограде 3 года. Об этом, как бы, ну, не суть важно особо. Вот. И вот, вот этот хер, блядь, ну,
пиздец, вот невозможно было с ним жить, я его, блядь, ну, не то что не любил, ну не любил, да, мягко говоря, не любил, да. И я все ждал, что самый прикол, вот понимаете, у меня вот есть письма, я нашел недавно, вот буквально недавно, где-то полгода назад. Для меня это было прям вот, ну капец, какая находка. Это письма моего отца, как он писал матери, моей матери, бабушке моей, по линии матери, писал письма из зоны. Бля, я, конечно, когда увидел, прям, ну, это вообще было, знаете, ну, это как вот это из прошлого, знаете, как вот такое письмо, вот как, ну, типа с того света, может быть, как-то, знаете. Я видел прям вот это написано его рукой. Я просто очень любил его, серьезно, я очень любил своего отца, и хотя я с ним практически был не знаком, как бы, знаете, ну, серьезно, его посадили, когда мне было там, ну, 4 года, я тогда, ну, я не помню нихуя вообще. Потом я помню, как вот я ездил к нему на свиданки. Но я вот прям так вот ждал, прям, знаете, вот, ну, сердцем, прям душой, что прям вот он вернется. Я прям вот, ну, очень сильно ждал, очень надеялся, что вот он вернется и как бы жизнь моя поменяется. Вот. Плюс еще вот этот гондон, блядь, и дровишек подкидывал, как бы вот, ну, в мое такое, блядь, как бы несчастное, да, скажем так, несчастливое существование. У меня фотографии все детские, блядь, я ни на одной не улыбаюсь. Я смотрю, вот когда кому-то показывают, они говорят, блядь, какой несчастный ребенок просто. Вот нашел письма отца, и там он пишет, что он все это знает, видимо, там, ну, как-то ему кто-то рассказывает. Я там пожалуюсь бабушке, там, ну, матери моего отца. И он сидит, он сделать ничего не может. Вот он говорит, блядь, я, говорит, ну, пиздец, говорит, представляете, вот каково такое состояние. Да, он, конечно, сам виноват, что он туда сел, это его ничем не оправдывает. И, вот. Какое состояние, когда вот ты сидишь и знаешь, что над твоим ребенком на свободе издевается какой-то пидор. Да, ну как его еще назвать, я не знаю, блядь. Вот о покойнике либо хорошо, либо никак, блядь, да. Ну вот невозможно о нем вот ничего хорошего сказать. Я не помню ни одного хорошего момента вот с этим человеком, да, кроме того, что он получал, он давал мне пиздюлей, но потом он и получал, когда я уже подрос, вот. Это отдельная история, блядь. Вот, ну хуй с ним. В общем, вот такая хуйня, как бы, сорян уж, извините. Личная душевная травма, скажем так. Вот, и он все это, ну, там я прочитал эти письма, он там, типа, вот, все знаю, все понимаю, блядь, ничего не могу поделать, я уж там, он звонил тогда, там, вообще в тюрьме можно что-то 15 минут раз в неделю кому-то, ну, один звонок сделать, это, по-моему, всегда было, и сейчас есть, вот официально через таксофон. Вот, и, в общем, вот так вот мы жили, потом он, короче, вот, доигрался вот в эти вот пиздюля, да, дал матери тоже лещей. Вот мы переехали жить в Зеленоград, снимали там хату, жили года 3, по-моему, вот. Да, и как раз вот в тот момент вот произошло то, что произошло. Вот, я приехал к бабушке, а я всегда приезжал изначально к бабушке своей матери, бабушке Кате. Они живут с бабушкой, жили. Они живут с бабушкой второй, которая мать моего отца. Разница там, ну, километр, может, 1,5. Я поначалу приезжал к бабушке Кате, потом уходил вот, попозже туда, к бабушке Вале. Вот. Ну, потому что там как, ну, свободнее, что ли, было. Я у них один был внук, а там у бабушки Кати я был, там, получается, пиздец, у нас 3 внука, 3 внучки. Вот. То есть, ну, я сваливал оттуда. Вот. И я как-то раз приехал, сижу, короче, что-то какую-то кашу ем, да. Бля, ребят, пока не забыл. Точно, забыл же вам сказать. Вот как мог вообще? Вот, ну, начинаешь рассказывать историю, и все, и пиздец. Спонсор этого выпуска, ребят. Серьезно, блин. Курьерская компания Мослогистика. Они мне подогнали хороший свет. У меня был свет, мне на день рождения подарили лампу, вот эту кольцевую, которая светит как бы хорошо и вот, ну, улучшает картинку. Они мне подарили тоже еще одну, но уже профессиональную, классную. Это курьерская компания по Москве. Если кому-то что-то будет нужно перевести из одной точки там в другую, это сейчас, ну, актуально на самом деле, то ссылка будет в описании. Не забудьте сказать, что от меня. Может быть, там какие-то бонусы будут. Я, короче, попробую договориться. Но это не точно. Вот. Но так вообще всем советую. Я иногда как бы отправлял через них свои вот эти вот поделки, нарды, четки. Вот, которые есть, кстати, тоже вот, ну, по ссылкам в описании. И вот мы с ними, короче, поговорили. Они
предложили мне такой бартер за рекламку, короче, блядь, улучшить мне качество картинки и света. В общем, ребят, ссылки в описании, рекомендую. Продолжим. Итак, в общем, ну, я сидел, что-то кушал, какую-то кашу у бабушки, и она говорит, типа, Сереж, ты знаешь, что, типа, отец освободился? Я говорю, нет, ну, прямо, а он вышел что-то на полгода раньше, по-моему. Да я не особо считал, как бы, ладно. Ну и все. Он говорит, это, освободился, да. И, в общем, я говорю, все, я туда пойду. А я только, может, там, как час приехал из Москвы. Ну, представьте, в 10 лет я ездил один из Москвы в Рязань. Серьезно, то есть, ну, меня, как бы, сажала мама на автобус на Икарус, блядь, с Казанского вокзала. Я приезжал на вокзал Рязань-1. Там на троллейбусе доезжал, короче, ну, там шел, блядь, 1,5 километра пешком. И все, и как бы нормально, блядь, и никаких проблем, блядь, в 10 лет, блядь. Не то, что сейчас. Сейчас пиздец вообще. Вот. Я говорю, все, можно я пойду? Она говорит, ну иди, что. Я бегом туда, короче, прибегаю. Этот момент тоже помню хорошо. Звоню в звонок, и выходит батя. И такой мне, типа, Серый. Он меня все Серый называл, Серый. Вот такой, Серый, я его там обнимать давай. Сколько-то мы пробыли. Я не помню, это были, по-моему, весенние каникулы. Вот. Так, и потом я уехал. Ну, и матери говорю, типа, там, типа, папа вернулся, там, так, он такая, да, она уже жила с мужиком, там, короче, дядь Коля. Ну, неплохой такой мужик, вот, короче, ко мне как, никак, и хорошо, лучше, чем вот, блядь, прошлый, который меня пиздил, вот. Он, кстати, был с того места, в Клину, в Клинском районе, где я сейчас купил себе дачу, но я его там пока еще не видел. Может, как-нибудь увижу. Ну, он вряд ли уж там живет. Хуй с ним. Ну, как он? Я говорю, нормально все как бы. Вот. И проходит какое-то время. Присылает он телеграмму нам. Узнал, видимо, там бабушка Катя наш адрес. Присылает нам телеграмму. И, типа, в телеграмме написано, что дедушка умер. Его отец, дедушка. Вот. И мать такая, блин, если он специально, типа, это сделал для того, чтобы я приехала, вот я там, типа, ему устрою там туда-сюда, я еду такой, думаю, это слова помню, я думаю, блядь, такими вещами-то не шутят, как вот умер, а мужик, дед мой, он такой, блядь, ему было-то, наверное, сколько, лет 60, меньше даже 60, он такой вояка, моряк, он во флоте служил, там плавал, на лодке там ходил. Он на заводе всю жизнь. Он охуенный электрик, короче, блядь. Вот. И, то есть, такой, блядь, 2 дома, блядь, построил сам, блядь. То есть, мужик, русский мужик такой. И вдруг он, чтобы ни с того ни с сего умер, он не курил, блядь. Сигареты там, такой, прибухнуть, да, мог, блядь. Вот. В общем, мы поехали на похороны. Вот. На этом давайте, короче, прервемся. Вот, да, будет первая часть. Продолжение следует, ребят, если вам нравится, если вы ждали биографию, вот, если вы смотрели ее до этого, выпуски будут выходить чаще для того, чтобы нагнать опять то, что было. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что еще-то? Нажимайте кнопочку «Спонсировать». Можете не нажимать, короче. Но всем спонсорам все равно спасибо огромное. Кстати, есть у меня еще и второй канал. Там выходят влоги. Недавно выложил видео о поездке в Рязань, вот, к своему близкому другу. Можете переходить. Также все ссылки в описании есть. Все. До новых встреч. Увидимся.